Друзья, привет всем, кто изучает русский язык. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам впечатление молодого иностранца о жизни в далекой и загадочной Австралии. Хотя, если вы живете, например, в Новой Зеландии или Индонезии, то для вас Австралия совсем не такая далекая и загадочная, какой она кажется мне. Но вернемся к нашему рассказу. Итак, поехали. Мои представления об Австралии не были схожи с реальностью. Сколько я себя помню, я мечтал приехать сюда, увидеть своими глазами знаменитую Красную Землю, поразительных животных, которых нельзя встретить больше нигде в мире, и бирюзовые воды океана. Австралия казалась мне землей обетованной, и когда мне исполнилось 24, моя мечта сбылась. Я с отличием окончил университет, и нас, троих отличников, взяла под крыло австралийская фармацевтическая компания, с которой мы подписали договор на 5 лет работы. У вас когда-нибудь сбывались мечты? Значит, вы хорошо поймете, как я себя чувствовал в первые недели. Я очень быстро освоился в небольшом городке рядом с Сиднеем и оформился на работу. Компания оплачивала нам жилье в уютном многоквартирном доме с общим бассейном и спортивной площадкой. Так я начал открывать для себя Австралию. Да, Австралия отличается от всех остальных стран, какие я видел. А я успел побывать в Турции, Египте, Испании, Финляндии и Австрии. Среди друзей я считался опытным туристом. Для начала мне очень понравилось, что здесь нет зацикленности на работе, как у американцев или японцев. Работа для австралийца – средство для заработка, который он тратит на себя, семью, детей и хобби. Австралийцы по-настоящему любят жизнь. Гораздо больше, чем те же американцы, например. Еще мне очень нравится отношение австралийцев к спорту. Они занимаются спортом везде, где это можно. На улице и на пляже, бегают в парке, катаются на яхтах и качаются в зале. Еще мне импонирует открытость, дружелюбие и приветливость. Это не фальшивая улыбка американцев. Австралийцы действительно готовы посочувствовать тебе, оказать помощь и даже обнять. Здесь нет дресс-кода и требований к внешнему виду. Австралийцы считают, что каждый имеет право на самовыражение. Поэтому, как ты ни оденься, никто не обратит внимания. Но вместе с этим было несколько неприятных открытий, о которых я совсем не имел представления. Во-первых, это дороговизна. В Австралии очень высокие цены, поэтому на продуктах питания
мне приходится экономить. У меня не самая плохая заработная плата, но я не могу бездумно тратить деньги. Места для отдыха часто платные. Многие парки, прибрежные зоны, хорошие спортивные площадки не работают бесплатно. Вход стоит недорого, но оплачивая его, ты думаешь, что, например, в Европе тебе не нужно лезть в кошелек каждый раз, когда ты на прогулке. Изнуряющая жара. Большую часть Австралии занимают степи с горячим сухим воздухом, где очень тяжело дышать. Я первое время не мог привыкнуть к жаре, от которой трескается кожа и пересыхают губы. Еще оказалось, что я не очень-то люблю диких животных и насекомых, которые в Австралии попадаются на каждом шагу. Например, в Австралии есть местности, где любой может встретить крокодила в своем саду. Я помню, как пережил настоящий шок, когда в гостях у друга утром увидел в туалете питона, обвившегося вокруг унитаза. Местные насекомые – это отдельный и долгий разговор. Это огромные, очень мерзкие, ползучие, летучие, прыгающие и пикирующие существа, которые найдут момент, чтобы вскарабкаться на тебя и каким-то образом навредить. Больше всего я ненавижу огромных австралийских пауков с волосатыми лапами и покачивающимся брюшком. Ну и акулы, о которых приходится помнить каждый раз, когда плаваешь в океане. Конечно, ко многим из этих недостатков можно привыкнуть. С другими смириться. От третьих сбежать в другие регионы страны. Мои друзья говорят, что я привередничаю, что я критикую Австралию просто потому, что полюбил ее крепко и навсегда. Не знаю, может быть. Скоро мой контракт заканчивается, а я все еще не решил, что делать дальше. Возвращаться домой или искать возможности для того, чтобы остаться здесь. С самыми доброжелательными людьми на свете и с самыми мерзкими пауками. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. Если вам понравился его рассказ, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропускать следующие видео. Давайте учить русский язык вместе. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!